Мы с мужем любим природу и часто, когда есть такая возможность, выбираемся подышать свежим воздухом. В эти выходные мы поехали с мужем и дочерью из города в деревню, хотели хорошо отдохнуть, пособирать грибы, а возможно даже сходить на рыбалку и поймать трофейную рыбку. Дочь очень просила свозить ее на природу, да и мы сами были не против такого маленького семейного отдыха. Те места, куда мы собирались поехать, я знала с самого раннего детства. Раньше у родителей там был домик, доставшийся еще от моих бабушки и дедушки. Просторный, красивый, с неповторимым запахом дерева в деревне. Однако деревня стала вымирать и дом родители продали, но там остались жить старики, и когда приезжаешь туда, всегда можно вселиться к кому-то из них на пару дней. Мы договорились заранее о месте, где остановимся, взяли все необходимые вещи и поехали. Дорога была не близкая, 2 часа, при малой загруженности дороги было лучшим вариантом из всех. Погода была отличная, муж был за рулем. Мы с дочкой наблюдали за тем, что происходит за окном. Деревни сменялись лесами, затем снова шли небольшие поселения. Мы выехали на проселочную дорогу. Пришлось ехать медленно, недавно прошли дожди и размыли ее, дочь уснула. Да и я уже начала клевать носом, как вдруг муж резко затормозил. Я открыла глаза и увидела, как он отстегнул ремень и вышел из машины. И тогда я посмотрела на дорогу. На обочине лежало животное все в грязи. Такое испачканное, что даже было непонятно, какого она цвета. Я тоже отстегнула ремень и вышла. Подойдя ближе, я поняла, что это лиса. Похоже, ее недавно сбили. Мокрая проселочная дорога, если машину не жалко, то можно и разогнаться. Но как можно было оставить ее тут умирать? Иногда я не понимаю поступки людей. Бедное животное, ее глаза медленно открывались и закрывались, грудь вздымалась вверх и вниз, но она дышала. Однако состояние было очень плачевное. Мы с мужем просто не знали, что делать, и стояли в ступоре. Когда дверь машины открылась и оттуда выпрыгнула наша заспанная дочь, пробежала мимо нас, села около лиса и начала его гладить по голове. «Милая, мы вряд ли что-то тут можем сделать», — сказал ей отец, когда дочь посмотрела на него. Первый раз в жизни мы увидели у нее такой серьезный взрослый взгляд. Она сказала, что не позволит его тут оставить, и она точно не шутила. До ближайшего города довольно далеко. Мы решили везти его к себе в деревню, может, там кто поможет. Я достала из машины покрывало, муж аккуратно положил животное на него, завернул, донес до машины и положил его на заднее сиденье. Дочка тоже залезла туда, положила голову лисы к себе на колени, и мы тронулись. Если ему удастся помочь, то нельзя терять драгоценное время. Мы поехали по грунтовке как можно быстрее, насколько позволяла дорога. Дочь уговаривала лису потерпеть, скоро ей помогут добрые люди, а лиса лежала. Отрешенно смотрела в одну точку, и было видно, что ей совсем плохо. Один раз ее даже стошнило на пол машины. Когда мы наконец доехали до деревни, мы заехали в первый дом, в котором увидели, что есть люди. Там горел свет и топилась печь. Муж выбежал из машины и постучался в калитку. Через какое-то время мы услышали звук открывающейся двери, и из дома вышел старичок. Он быстро понял, в чем дело. Постоял, подумал, почесал голову и сказал нам отправиться к бабке-травнице. Она единственная, кто хоть как-то мог бы помочь в этой ситуации, жила она на отшибе деревни. Когда мы подъехали к ее избушке, она сидела на скамейке и разбирала какие-то свертки с травами. «Бабушка, помогите нам, нас отправили к вам», сказали, что только вы можете помочь, и показываем ей это бедное животное. Бабушка глянула на него и сказала: «Несите его ко мне», собрала свои свертки и пошла провожать нас в дом. В сенях пахло лекарственными травами, и повсюду висели веники с иван-чаем, календулой и другими неизвестными мне лекарствами. Она освободила маленький столик у окна и рукой показала на него: «Кладите». Муж положил сверток на стол, и бабушка принялась его рассматривать. У лисы была сломана лапа, скорее всего, не все в порядке с грудной клеткой и, вероятнее всего, сотрясение. Ведь ее еще стошнило. Это хорошо, что вы ее ко мне привезли, успели вовремя, а теперь уходите. Привезите мне чистой воды из родника неподалеку, оставьте ее в сенях, а сами приезжайте ко мне через пару дней. Мы, конечно, удивились, что бабушка так уверена в своих словах, но решили ее послушать, ведь выхода у нас все равно не было. Мы взяли емкости для воды, они стояли у входа в дом. У меня вообще сложилось такое впечатление, что бабушка нас ждала, она как будто знала,
что мы приедем, сидела на скамейке. Не удивилась появлению и даже емкости для воды оставила у входа. Ну а может, это я уже придумываю и слишком мнительная. Может, к ней так часто заходит, вот она людей за водой и посылает в качестве благодарности. Мы поехали на родник, нашли его не сразу, он был закрыт в кустах. Места тут, конечно, красивые, большие зеленые деревья, шумный родник и песни моего любимого соловья. А мы ведь даже не знали, что он тут такой есть, да и не узнали бы, если бы не это бедное животное. Мы не думали о том, что мы будем делать, если он поправится, но очень надеялись на это. Мы отвезли воду, оставили там, где сказала бабушка, и поехали заселяться в дом. Отдыха не получалось, мы сидели на веранде и переживали, как там тот лис, все ли с ним хорошо. На рыбалку или по грибы идти совсем не хотелось. Прошло 2 дня, утром часов в 5 нас разбудила дочь. Мы объяснили ей, что еще совсем рано ехать. Она надула щеки и ушла сидеть на улице. Через пару часов, позавтракав, мы отправились к бабушке-знахарке. Приехали к ее дому, постучались, но она не вышла. Мы немножко подождали, постучали еще и решили зайти сами. Бабушка сидела у себя и пила чай. У печки в деревянном коробе лежал наш лис. «Вы как раз вовремя. Проходите, будем пить чай. Надо вам кое-что рассказать». Мы послушно сели за стол, а дочка ушла к коробу у печки. Чистый лис лежал в деревянной коробке. У него были перебинтованы лапы и живот. В целом он выглядел намного лучше, но было видно, что он еще очень слаб. Увидев девочку, он слегка помахал хвостом, прямо как собака. Она подошла к нему, поздоровалась и села рядом, аккуратно гладя по голове. «Лис ваш?» «Конечно, поправится», — начала разговор бабушка. «Но не сможет он больше жить в дикой природе, раны серьезные, лечить долго. Да и не выйдет из него больше хорошего охотника, придется вам решать, что с ним делать. И, кстати, не случайно он попался вам на пути. Вижу у девочки», — она кивнула в сторону нашей дочки, «и у лиса этого судьба общая, как-то связаны они. Нельзя эту связь рушить, иначе беда случится». Мы с мужем переглянулись. У мужа был удивленный взгляд, а я уже ничему удивляться не могла. Бабуля сразу мне показалась не то что странной, а было такое ощущение, что она знает некоторые вещи наперед. «Ладно, берите его и уезжайте, у меня много дел», — сказала бабушка, изображая деловой вид. Тут в пакетике я собрала трав и на листочке написала, что когда нужно давать, смотрите, не перепутайте. Я взяла пакетик и взамен протянула деньги, немного. Но в качестве благодарности мне казалось, это нужно сделать. Бабушка отмахнулась от денег, сказала, что они ей не нужны, вы лучше мне воды с родника привезите. А когда будете снова в наших краях, заезжайте, расскажите, как лис поживает, все ли с ним хорошо. На том мы с ней расстались. Лис оказался самцом достаточно взрослым, мы уехали домой. Дорогу он перенес хорошо, и стали мы его выхаживать дома, дочь ходила в детский садик. Сразу после него она бежала домой к своему новому другу, она назвала его Лучик. Он научился ходить на шлейке, но иногда все же показывал агрессию, и поэтому одну дочь с ним мы старались не оставлять. Прошло некоторое время, мы снова решили съездить в ту деревню, и опять машина, дорога и небо. Только теперь с нами в дороге был Лучик, мы доехали без приключений. Зашли к знахарке и похвастались лисом. Бабушку он узнал и побежал к ней ластиться. Затем мы поехали заселяться в дом. Мы с мужем были заняты своими делами, когда я краем глаза заметила, как дочь с лисом играли на улице. Затем он ощетинился, прыгнул и повалил дочь на землю. Я выбежала к ним, крича на лиса, чтобы тот отпустил ее. Однако, когда я побежала ближе, то увидела, что с дочкой все в порядке. Она сидела и смотрела удивленно в сторону лиса, а тот держал в зубах змею. Выходит, что он спас ее. Тогда весь пазл в голове у меня и сложился. Я вспомнила слова знахарки о том, что их судьбы связаны. Мы спасли его, а он нашу дочь. Лис прожил с нами еще несколько лет, а потом ушел на радугу. Видимо, его жизненная миссия была выполнена. Дорогие друзья, если вам понравилась данная история, поставь лайк и подпишись на канал.